Всем привет! Это небольшой обзор новинки 2022 года. Обновленная версия камеры от Fimi называется Fimi Palm 2 Pro. Я уже довольно давно присматривался к подобного рода камерам, так как несколько лет пользовался Steadicam G Mos 4, но очень уж он большой и тяжелый. Хотел купить DJI Pocket 2, но слишком уж он дорогой, а особенно его комбо-версия. В поисках альтернатив обнаружил камеру от Fimi Fimi Palm 2, и очень кстати подоспела ее обновленная версия Fimi Palm 2 Pro. Буквально на днях я ее получил, рассказываю. Итак, чем же версия Pro отличается от обычной? Самое главное принципиальное отличие – полностью новый сенсор. Сенсор теперь установлен от Sony с поддержкой технологии Quad-Bayer. Его физический размер увеличен на 30% до половины дюйма. Да, физический размер все еще меньше, чем у DJI Pocket 2, но отрыв заметно сократился. Изменился также алгоритм обработки изображений и замера экспозиции. Объектив тоже стал немного светлее. Теперь его диафрагма 2.2 вместо 2.4. Все вместе это позволило увеличить динамический диапазон и чувствительность при недостаточной освещенности. Чуть не забыл. В объективе теперь установлены новые линзы, которые позволяют уменьшить дисторсию, то есть геометрические искажения. А также очень надеюсь увидеть в ней более качественный звук, так как заявлен новый независимый 32-битный аудиопроцессор. Постараюсь теперь снять как можно больше разных видео в разных условиях, чтобы вы могли сами оценить качество звука и видео. Первый тест. Примерно полчаса до заката. Чистое небо. Я бы сказал, для видеосъемки условия тепличные. По идее, результат должен быть очень хорошим. Ну, проверим. Может, я, конечно, ошибаюсь, но, по-моему, видео кажется пересвеченным. Возможно, просто маленький экран слишком яркий. Но очень хочется экспозицию немножко понизить. И очень-очень широкий угол. Я понимаю, что камера для влогов, и так и должно быть, но тем не менее. Тест записи звука на встроенный микрофон Fimi. Небольшой ветер на улице присутствует. Сейчас попробую подключить петличный микрофон. Теперь записываю звук на петличный микрофон. Петличный микрофон самый простой, проводной, Боя. Попробую записать видео в контровом свете. Режим HDR сейчас включен.
Это совсем уж экстремальный тест. Я с фонариком. Идем в подземелье. Удивительно, если что-то на видео получится, но прям очень любопытно проверить. Так. Вот, кстати, интересная ситуация. Глаза мои не привыкли, я еще вообще практически ничего не вижу, но вот на маленьком экране я уже вполне себе вижу этот туннель. Попробую включить фонарь. Стыдно признаться, я уже много лет живу в Владивостоке, но практически ничего не знаю об объектах Владивостокской крепости и о форте Поспелого в частности. Здесь довольно интересно, правда холодно. Все тестовые видео сняты в 4К 30 FPS, без какой-либо экспокоррекции, нейтральным цветовым профилем. Никакой постобработки на этих видео я не делал. Итак, доволен ли я результатом? Вполне. Я бы даже сказал, она в какой-то степени мои ожидания превзошла. Есть некоторые замечания мелкие, стоит, наверное, о них сказать. Это действительно мелочи, и, скорее всего, часть из них исправится софтом. Ну вот, в частности, при включении записи, нажатии красной кнопки, камера издает краткосрочный пик. Наверное, не слышно будет на микрофон. И этот же пик она зачем-то записывает на видео. И в итоге все видео, когда просматриваешь в отснятом материале, все они начинаются с этого пика. Ну, это довольно странно, как по мне. Другой незначительный недостаток связан даже скорее не с камерой, а с кейсом. Мне он почему-то пришел какой-то весь косой. Я его немножко подправил, но до конца нормально он все равно не закрывается. Боюсь, что пыль будет попадать. Я думаю, это просто недостаток производственный. У кого-то был незапланированный выходной. Потому что коробка была полностью целая, и все отлично. Ну, опять же, это мелочь. Никак на эксплуатацию особо, в принципе, это не влияет. А в остальном все отлично. Я полностью доволен.